что, дорогие друзья, в этом году мы наконец-то встретились. С Новым годом вас, с новым счастьем, с любовью и главное, чтобы у всех было здоровье. В этом году мы еще с вами не виделись. И я сегодня, в воскресный день, решила приготовить обеденное воскресное блюдо. Это одно из любимых блюд нашей семьи. Но прежде чем я начну готовить, я хочу поблагодарить своих внуков, которые так здорово меня поощряют, так здорово меня подталкивают для встреч с вами. Моя внучка вот сделала мне такой вот фартушек, как раз относится к теме моего канала. Кстати, я вас всех приглашаю подписаться на него. Я надеюсь, этот год будет более успешным, и мы чаще сможем встречаться. У меня для вас припасено много вкусных и интересных блюд. А сегодня у нас сате из морепродуктов. Это средиземноморская кухня. И для тех людей, которые не любят рыбу, наверное, это сегодня не ваш день, но все же морепродукты любят большинство. Их причисляют к здоровой пище. У меня сегодня, посмотрите, они еще все продукты не приготовлены, но запах и аромат моря и специй просто завораживает. У меня сегодня рыбка, называется catfish. Это сомики, филе сомиков. У нас сегодня креветки, тигровые, большие, красивые креветки. И даже осьминожки маленькие, которые свеженькие и пахнут морем. Они удивительно пахнут морем. Поэтому я думаю, что блюдо будет невероятно вкусным. У нас есть мидии сегодня. И сегодня у нас есть эскалопы. Сегодня они тоже бэби маленькие, но они очень-очень вкусные, поверьте. У нас сегодня для приготовления нашего блюда идет вначале соус. А в соус пойдут черри-помидорки. Обязательно пойдет сельдерей и лук-порей, который вы тоже уже увидели. И я специально подготовила соус, куда входит помидорка, немного лука, чуть-чуть чили перчика и немножечко, совершенно немножко кориандра. Вот это будет основа нашего соуса. А дальше уже будем наблюдать, как это будет происходить. У нас каперсы невероятно вкусные. Маслины и оливки, которые вы видели. Я, кстати, люблю каламати. Оно очень имеет такой вкусный запах и вкус хороший. Они уже порезаны для того, чтобы употреблять еду было очень вкусно. Мы не можем обойтись без чеснока. Чеснок и имбирь. Имбирь потерли на терку, которую вы видели. Мы добавим даже для вкусноты натертый на терочку цедру лимона, желтенькую только ее часть, белую мы не добавляем, потому что белая с горчинкой. И, конечно же, зелень. У нас сегодня кинза, у нас сегодня орегано, петрушка и совершенно немного мяты, потому что мята придает этому блюду особый вкус. Что, дорогие друзья, остальное мы с вами увидим в процессе. Давайте готовить. Дорогие друзья, мы начинаем готовить наше блюдо. Первое, что мы делаем, подготавливаем соус, то есть как подушка для морепродуктов. И без них она будет невкусная. Для нашего соуса нам понадобится вот такое масло. Я беру оливковое с чесноком, потому что в морепродукты любят очень много чеснока. Я налью маслице. И у меня есть одно золотое правило. Я уже говорила вам в приготовлении многих своих блюд, что обязательно для вкусного блюда нужен кусочек сливочного масла. Вот и все. Это называется один из секретиков, который я вам рассказываю. Когда мы сможем насладиться этим, вы почувствуете и масло, и вы почувствуете все вкусы, которые смешаются в этом блюде. Вы знаете, испанцы, первый раз я услышала это блюдо, когда я была на Пальма-де-Майорке. У нас был конкурс для поваров, которые работали на судах и готовили средиземноморскую кухню. И первое
описи, которые нужно было приготовить им, всем говорили паэлья и сате. Сате было немножко меньше, потому что сате популярно в Испании. Вот у меня сейчас уже подходит мое время опускать продукты. Первое я опускаю вот эти наши замечательные помидоры с луком. Почему? Потому что они дадут сейчас вкус, они дадут то, что нам понадобится во всем этом блюде. Как жалко, что камеры не умеют передавать запахи. Иначе мы бы уже начали наслаждаться. Буквально 2 минуты мы пропускаем, даем возможность припустить или выпустить сок помидором, и чтобы лук стал мягче, мы добавляем сюда следующий лук. Это лук-порей. Я его использую много. Почему? Потому что он более мягкий и у него есть свой вкус. В средиземноморских блюдах очень много лука-порея. И я думаю, что вы это, многие знают наверняка. Вот. Ох, запах уже пошел вкусный. Вот, поэтому сейчас мы постепенно добавляем сюда те ингредиенты, которые нам понадобятся. Вот. И в обязательном порядке мы запускаем помидорки наши. Те помидорки, которые уже нарезали. Их много, их достаточно много. У меня в этой коробочке 850 грамм помидор. И мы сейчас эти помидоры, мы должны их хорошо, минут, наверное, 7-10, посмотрим, как оно будет справляться. И сразу же, уже немедля, мы добавляем сюда сельдерей. Я вам уже однажды говорила, что помидоры нужно балансировать. И балансировать их сахаром. Я люблю вот эти маленькие пачечки, потому что здесь нет много сахара. Здесь 4,5 грамма. И я добавляю 2 пачечки. Это как раз будет очень хорошо. Соль я не добавляю. Почему? У нас очень много соленых продуктов. И соль пойдет у нас в самом-самом конце нашего приготовления. Почему? Потому что каперсы солоноватые, оливки и маслины имеют соль. Я вам могу сказать, и соусы, которые терияки, и соус соевый тоже имеют свою соль. Вот мы сейчас сделаем недостаточно огня, просто нам придется немножко подождать. Вот так начинается приготовление этого дивного блюда. Следующим этапом у нас пойдут специи. Это чеснок, имбирь и немножечко пойдет тертый цедр лимон. Вот этот весь ритуал делают испанцы в больших сковородах. И они вот примерно такой ширины, только она раза в 2 больше. И когда они готовят, вы знаете, слюнки бегут, потому что они готовят прямо при своих гостях. И это блюдо подают уже сразу же после того, что его приготовили. Вы знаете, это невероятно вкусно, просто невероятно вкусно. И я думаю, что вам тоже понравится. Мои дети, которые сейчас, вернее, даже и дети, и внуки, мы всегда скучаем за теми, кого мы не видим часто. Детки мои одни в Швейцарии, другие детки сейчас тоже отдыхают. Внуки тоже уже уехали. И маленькая крошечка, которая тоже бы покушала с удовольствием, ее тоже нет рядом. Внуку достанется побольше. Ну и слава Богу. Он тоже любит сате с морепродуктами.
Я только что добавила хмели сунели, и они начинают раскрывать все это блюдо, все эти помидорки, которые есть. И я думаю, что вы стоять рядом здесь уже не сможете спокойно. Запах идет невероятный. Обратите внимание, какой получается цвет у этого блюда. И мы должны с вами понимать, хватает нам или не хватает. Ага, вот моя ложечка. Должны понимать, хватает или не хватает вам здесь того, что называется, к соусу идет каперсы, идет соевый соус, и мы должны понимать, добавлять нам что-то еще или нет. Уже даже соль чувствуется. Так, хорошо. Мы должны добавить еще соевый соус. Я добавлю весь соевый соус. Перемешаю. И пришла очередь оливок и маслин. Так, замечательно. И маслинки. Это каламати, хорошие испанские маслины. Даем буквально 2 минуты этим вкусом пожениться. И начинаем добавлять сюда сливки. Мы должны дать пару минут покипеть с закрытой крышкой для того, чтобы оливки стали мягче и чтобы они объединились со вкусом, который уже есть, с помидорами, с каперсами, с луком, со всем. Поэтому мы сейчас закроем крышечкой и дадим пару минут обязательно настояться, приготовиться этому блюду. Обратите внимание, вот у нас очень хорошо кипит соус. И вы должны понимать, какая должна быть густота вашего соуса. Обратите внимание, он густой. И нам нужно так, чтобы этот соус был чуть-чуть реже. Что мы делаем? Я не могу сразу сказать, сколько вам понадобится сливок. Поэтому вы будете регулировать, вы будете творцами вашего блюда. Я немножко добавила сливки, дам возможность им соединиться. Вот я вижу, что мне понадобится еще сливки добавить сюда. Вот, я даже больше добавлю их, чтобы мне потом не пришлось еще раз бегать. И сейчас я добавляю частично зелень, которую мы приготовили. И только потом мы начнем добавлять по порядку рыбу, креветки и остальные все наши ингредиенты этого соуса. Так, я добавляю зелень. Добавляю всего по чуть-чуть. Все, что у меня тут есть в моей тарелке. Потому что остальную зелень мы добавим почти в готовое блюдо. Так, друзья, пришло время заряжать наши морепродукты в наше блюдо. Это самый интересный факт. Так, 2 секундочки. Я уберу сковородку. Первое, у нас идет рыба. Рыба немножко дольше готовится, чем все остальное.
Рыбка у нас замечательная. Это филе сёмика, да. Catfish это сомик. Вот я уже наговорила. Так, рыбка пошла. И мы рыбку буквально дадим ей минутку повариться. И сразу же после рыбки мы запускаем креветки. И только потом, через некоторое время, мы будем опускать остальные морепродукты. Потому что здесь уже нельзя проволочкой заниматься, потому что морепродукты готовятся очень быстро. Если вы их переготовите, они будут жесткими и невкусными. Так, а креветки готовность свою показывают по цвету. Они начинают розоветь, и мы это быстро с вами увидим. Пока креветки не порозовеют, мы с вами следующее блюдо не запускаем, потому что осьминожки готовятся очень быстро. И им не нужно 3-5 минут, им буквально 2 минуты нужно будет. И наши гребешки маленькие, они тоже быстро готовятся. И если мы их передержим, то мы с вами получим невкусное блюдо. Сейчас мы с вами сделаем вот такую вот вещь, для того, чтобы помочь креветкам попасть в самый жар, в самое тепло. Видите, они уже начинают менять цвет. Они уже меняют цвет. Это классно. Вот. Вот креветочки, которые были внизу, они уже становятся розовенькими. Вот. Сейчас я опять сделаю дегустацию. Вот. Мне нужно попробовать соус. Вы знаете, как хорошо, что мы с вами не поторопились добавить соль. Потому что и оливки, и маслины, и каперсы имеют соль, и аджика наша имеет соль. Поэтому сейчас все очень-очень сбалансировано, все очень вкусно. И я даже не знаю, по-моему, нужен хлеб. Очень вкусно. Так, ну что? Видите? Креветки начинают подготавливаться и начинают раскрываться, потому что у нас креветки по спинке были разрезаны. И они как только готовы, они начинают раскрываться как бабочка. Очень красиво. Ребята, честно вам скажу, пахнет неимоверно. Ну, надеюсь, вам тоже это понравится блюдо. И надеюсь, вы будете наслаждаться точно так же, как мы сегодня вечером. Прошла минута, полторы, может быть, и наши креветки уже почти готовы. Но для того, чтобы мы успели все приготовить, мы добавляем наши осьминожки. Потому что они маленькие, молоденькие. И мы должны с вами их... Ой, как хорошо, как красиво. Слушайте, какие они интересные. Осьминожки белеют. Если креветочки розовеют, то осьминожки белеют. И мы их туда отправим вниз. Вы знаете, буквально полминуты, и мы отправляем следующее блюдо. Сделай немножко меньше огонь, вот, потому что уже сильно булькает. И мы отправляем наши гребешки. Гребешки ушли. Последним будут наши замечательные мидии. Мидии полуготовые,
поэтому им минуты вполне будет достаточно. Перед подачей последнего ингредиента мы добавляем зелень, высыпаем ее полностью всю. Вот. Мы высыпаем наш замечательный лимончик, цедру. Она прибавит тоже хороший вкус. И укладываем наши мидии. Что мы теперь делаем? Мы должны еще 1,5–2 минуты дать возможность покипеть нашему соусу. Засекаем время. Ну вот, друзья, 2 минуты я засекла. Даже если мы захотим, нам покажется вдруг, что нужно еще, чтобы поварилось что-то, мы просто выключаем газ и оставляем все, чтобы был закрытая крышка. Оно само доготовится, дотомится. Так приготавливаются морепродукты. И я вас уверяю, это уже вкусно. А пахнет невероятно. Ну что, друзья, прошли 2 минуты. И нам пора посмотреть, что же мы сделали. А сделали мы вот такую красоту. Посмотрите. Я немножечко попробовала. И мне, на мой вкус, нужно добавить немножко соуса терияки. Он имеет совсем небольшую кислинку. Если не хватает кислоты, можно добавить сок лимона или же нарезать лимонные дольки. Но я чуть-чуть добавляю, буквально чуть-чуть. И добавляю сюда белый перец. Он дает очень-очень приятный аромат. Меньше вкус, но больше аромат он дает. И сейчас мы это все перемешаем и выключаем. Посмотрите, наши креветки открылись, наши осьминожки все собрались. Вот они какие красавчики. Посмотрите, видите, какие они замечательные. И я выключаю плиту. Теперь можно попробовать, насладиться, пригласить друзей на это замечательное пиршество. Вы знаете, я, наверное, сегодня сделала самый маленький, так скажем, пресс-релиз к этому блюду. Это блюдо невероятное. Я надеюсь, я не буду пока брать больше. Я надеюсь, что вам понравится, и вы все попробуете. Это невероятно вкусное блюдо. И будете понимать, почему люди, которые живут в Средиземноморье, любят паэлью, любят сате. К этому блюду нужно добавить кусочек жареного белого хлеба. Ну вот мне уже кусочек жареного белого хлеба принесли. И я думаю, что этим можно наслаждаться. В Испании отламывают хлеб, бросают в тарелку и поливают соусом, поливают этим соком. А я приглашаю вас ко мне на канал. Я очень надеюсь, что я вас порадую. Вам будет вкусно, вам будет приятно. Пишите в комментариях, что бы вы хотели попробовать. А я пока попробую. Ребята, это вкусно? Очень вкусно. Рыбка вкусная, соус замечательный. Ну что, приходите и будем вместе наслаждаться вкусной, полезной, здоровой едой. Пока-пока!
готовьте с настроением.